Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Ноябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И я решила сделать расклад на ноябрь несколько раньше, поскольку планетарно октябрь у нас может выдастся таким, что те события, которые где-то могут и вас закрутить, и сами закрутиться в один какой-то такой клубок, который потребует решения. Так вот, решение или какая-то ясность. Теоретически, с учетом транзитов планет, может больше ясности появиться в начале ноября. Или какая-то перспектива прорисуется более конкретно к середине ноября. С чем-то вы разберетесь, это точно. Но именно события будут связаны с тем, как мы какие-то вопросы с вами решим в течение октября, мои дорогие водолеи. Жизнь, конечно, не бывает полностью предсказуема, но и, надо сказать, не всегда планетарные гороскопы совпадают с таро-прогнозами, как-то сами по себе своей жизнью живут. И как и наши все расклады не расскажут о личной жизни каждого из вас, правда? Поэтому какое-то среднее арифметическое, может быть, и есть смысл, ну, так порассуждая, допустить. И мы с вами размышляем, предполагаем и как раз допустим альтернативные варианты развития событий. И первую карту достанем. События на пороге. Чего это может касаться? Или сфера жизни, которая будет наиболее актуальна как раз на первые дни ноября. События с первых дней. Тут именно в первые дни что-то для нас может тоже меняться, или мы узнаем какую-то новость, информацию, и сами что-то можем изменить, передумать то, что прежде думали или были уверены. И 3 главных события мы достаем по одной карте. Первое событие, второе и третье событие. Несколько проясним, что придет, а что уйдет. Возможно, это те темы, в которых вы сумеете поставить точку или разобраться с чем-то. А что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? И чего опасаться? Что же на пороге? Ну, есть какое-то сожаление. Значит, с одной стороны, карта говорит о чем? 4 кубка. И в этой колоде карт 3 кубка стоят возле девушки, я надеюсь, это видно, а один у нее в руках. Все самое важное, главное, оно как будто с тобой. У тебя все есть на данный период времени. И не сказать, что это карта сожаления именно в этой колоде. Это словно девушка в внутренней готовности перед тем, как что-то совершить. Она как раз ориентируется сама на себя и словно такой дзен пытается поймать, когда я на что-то решилась, она может себе сказать. И одежды, которые изображены, совсем не самые дорогие, да и обстановка тоже говорит о том, что вот она надеется сама на себя. И она допускает как раз то, что, но не все идет по нашим прежним, может быть, планам или где-то надеждам. Но художник изобразил именно по-разному. 3 кубка, словно сами по себе стоят перед ней. А вот эта чаша, которую она держит в руках, как раз и свидетельствует о том, что все самое важное в твоих руках. То есть, да, мы, ну, если не смиряемся, то принимаем как свершившийся факт, какую-то реальность, потому что мы ее не можем изменить. Но продолжить путь, вот такая задача. И здесь любая сфера жизни, ну вот как раз еще нам один кубок. Знаете, это что-то с личной историей, возможно, связано с историей вашей семьи, ваших близких, или, ну, какая-то тема, которая взаимосвязана с вашим домом, имуществом, или прежними планами. Но все равно, вы знаете, как великое будущее перед вами, мои дорогие водолеи, и какая-то возможность, самое главное, у вас в руках. Мы можем сидеть и чего-то ожидать по 4 кубков, так в целом по этой карте. Ведь называют это, ну, как карта хандры, когда какое-то бездействие. Потому что мы, может быть, и пытаемся соединить несоединимое.
или пытаемся с кем-то даже провести важное согласование, но карта говорит, ну ты тут вот есть тот пункт, который ты не поменяешь. Не в твоей как будто власти. Поэтому оттолкнись от того, что для тебя сейчас в приоритете и что для тебя сейчас важно. И тем не менее, туз кубков, он, безусловно, говорит о какой-то личной истории или может говорить, но также это сама по себе возможность. И в кубке 2 кувшинки, как прообраз лилии. А лилия, если мы немножко так на Ленорман перейдем, все же это карта общения, но такого беспристрастного, искреннего, но где-то холодного или более делового. Или пусть тех людей, которые с нами тоже где-то откровенны, искренне, на кого мы можем положиться. Может быть, и тоже 2 кувшинки. Есть какая-то дуальность. И я могу сказать, вас кто-то поддерживает, к примеру, события с первых дней месяца. Вас может, если было в чем-то разочарование, ну как утешать вас кто-то может. Или говорить, ну давай мы с тобой оттолкнемся, к примеру, вот от этого момента, и ты хотя бы вот что-то сделаешь, то, чтобы вот пусть не полностью наш план какой-то состоялся, но он состоялся в какой-то части. Вот есть какая-то часть, которая как бы идет со знаком плюс, и есть какой-то нюанс, который идет со знаком минус. Вот как бы на начало ноября какая-то обстановка. И я так вижу, поскольку 2 кубковые карты, это может каким-то образом либо пересекаться с тем, что вы чувствуете, или с вашими близкими, или пусть с роднёй, но такой далекой даже роднёй, или с какими-то людьми важными именно для вас, мои дорогие водолеи. И здесь или встреча какая-то намечается, или какое-то доброе событие, но все равно есть то, что вас радует. Вот на этом нужно или оттолкнуться от этого, или увидеть больше радости, нежели каких-то моментов, которые не получилось осуществить. На начало ноября вдохните или насладитесь, ну, каким-то образом найдите то вдохновленное начало, которое вас, как, знаете, прогресс двигает вперед. 3 важных события, правда, куда-то отправиться, или поездка, или переезд. Может быть, совершенно необходимо это сделать, и это старший аркан. Это когда обстоятельства вас вынуждают, подталкивают закрыть в прошлое дверь все же. Пусть эта карта не 10 мечей, которая конкретно говорит «закрой в прошлое дверь», но в этой карте не пользуйся прежними методами и встречай, наоборот, все новое, что приходит на твой порог. От чего-то не отказаться. И еще эта карта переезда, карта скорости. Всегда по аркану колесницы мы чего-то не можем отложить на потом. Есть те возможности, которые мы должны использовать в моменте здесь и сейчас. Иначе мы упустим время, а потом может быть поздно. Может быть, это связано у кого-то с личной жизнью, поездка или переезд. Или вы будете готовиться к этому, планировать что-то, оформлять документы, согласовывать. А для кого-то это будет связано и с работой тоже. Или какие-то ваши планы на будущее. Новые возможности перед вами, как врата, открывает Вселенная, мои дорогие. И чего-то важно не упустить. Второе главное событие. Ну, единственное, что может ставить так в тупик, финансовый вопрос. И вопрос, который вот вы как будто все же не в полном контексте решили. Или есть о чем-то сожаление, не смогли договориться. Может быть, с чиновниками, может быть, с конкретным человеком. Возможно, и по финансам еще какая-то тема тоже остается открыта, чем вы будете заниматься. Значит, каким-то образом итог нужно подвести или разобраться по части финансового какого-то или денежного эквивалента, или откуда ко мне будут приходить деньги, каким образом я могу с финансами взаимодействовать, если вы куда-то уезжаете, и это могут быть как электронные системы расчета, или, ну, может быть, есть еще и то, все же из-за денег именно у нас тут как будто 5 пентаклей, недостаток, ведь это карта недостатка, и поэтому есть то, что хотелось бы в другом количестве или как-то иметь по-другому. Давайте я открою 3 событие. 9 мечей. Вы можете сомневаться, что, к примеру, отправляясь куда-то далеко на работу, или, может быть, работу, которая будет теперь связана с перемещениями, командировками,
Может быть, это новая должность, а прежде у вас была какая-то другая, вы попросту можете думать, я не справлюсь. Или сомневаться в себе. Рядом девятка мечей – это карта внутренних страхов. И нам говорят, помни, что то, что тебе ты как видишь или предполагаешь, что у тебя что-то не получится, это лишь твое внутреннее состояние. На самом деле держать глаза открытыми, и не будет проблем, как будто ехать надо. Ну, наверное, как в анекдоте. Я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Поэтому вот ехать надо, мои дорогие, на что-то соглашаться. Потому что жизнь не всегда нам дает возможность. Мы часто думаем, что, а я вот подумаю, а завтра я или решу, или завтра что-то будет. Получится у меня завтра. А завтра нам никто ничего не предлагает. Увы, в нашей жизни так часто бывает. И потом мы сокрушаемся о том, что мы чего-то не сделали. Да, вы знаете, вам нужно на что-то решиться. Я хотела прояснить вот эти две карты, и, пожалуйста, выпадает карта башня. Вы можете чувствовать опасность. Или вы можете чувствовать, что, ну, как местность какая-то незнакомая. Или если знакомая, но значит там какой-то вопрос, который остался, может быть, с прежних времен не решен. Или какая-то тема у вас осталась не закрытая. А карта башня, знаете, есть колода, и кто мои расклады смотрит давно, поддержки ангелов. Так вот там буквально ангел по этой карте, эта карта называется «Трансформация и освобождение». Ангел берет за руку человека и выводит из той башни, которая через несколько мгновений будет разрушена. Здесь вам словно по нескольким причинам нужно на что-то согласиться или куда-то отправиться, или пусть это у кого-то короткая повестка, или новые варианты сотрудничества, работы, оплаты. Тут вот самый разный спектр может быть. А вы можете, мои дорогие водолеи, сомневаться, что ну как-то вот не получится у меня. Или сомневаться в себе каким-то самокопанием, устроить себе вечер из воспоминаний и того, что там не получилось, не срослось. Это просто вам будет мешать. Ведь это карта того, чего нет в реальной жизни. Это мы сами себя где-то накручиваем. Значит, не накручивайте. У вас, может быть, несколько раз в течение ноября будет вот такая волна эмоциональная, внутренняя, когда вам захочется найти словно свою точку сборки. И вы вот заглядываете вглубь собственной души. И там вы ничего не найдете, как будто кроме прежнего опыта. А нам говорят, ты его сейчас никуда не приложишь. Тебе нужно... Ну, вот именно смотреть, как бы вникать в ту обстановку, которая вокруг тебя, и действует-то как-то совершенно по-другому. Дважды, с учетом аркана башня. Но ведь это о чем нам говорят? Успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Я всегда говорю по этой карте, что это еще. Поэтому ничтоже сумяшися, надо куда-то ехать, точно надо, мои дорогие. Анекдот анекдотом, но карты прямо настойчиво вас куда-то либо перемещают. Может быть и по работе, может быть и по личной жизни, или по каким-то вашим планам. Шестерка мечей, карта заслуженного успеха. У кого-то удаленная работа, мои дорогие. Или когда новые IT-технологии вы изучаете. Или изучали прежде, и теперь вы должны это применить на практике. Может быть, это какая-то ваш вид занятости, ремесла, когда вы должны на новой местности это как-то адаптировать, чтобы это приносило вам доход. И вот, кстати, с учетом пятерки пентаклей могут быть сомнения. Получится, не получится, заработаю, не заработаю. Заработаете, это карта заслуженного успеха. Да, работать придется. И это тот успех, который придет не в ноябре. Это что-то наработать. Или какой-то период должен пройти, пока что-то организуется. Или вы организуете, или вы адаптируете, или адаптируетесь сами. Но это когда искусством мелких шагов мы достигаем все-таки того, чего мы хотим. Но есть и тот человек, который вас опять же поддерживает, карта любящего человека. И есть какая-то поддержка, приятные ему добрые эмоции, поэтому не нагоняйте конкретно мрак в вашу жизнь. Первый шаг сделать всегда и всем бывает очень сложно. Но вы ж, мои дорогие, новаторы и первопроходцы, поэтому кому как не водолею на что-то решаться в ноябре. Что придет? Карта отшельника.
Буквально изучает наш отшельник книгу «Древнее Писание». У кого-то, и мы по этой карте учимся или учим кого-либо. И это философ, который разгадывает тайны. Или у кого-то буквально путь может говорить о том еще, что вы поставите перед собой какую-то цель, и вам придется изучить либо конкретное дело, либо конкретный, может быть, вид деятельности, может быть, язык, почему нет? Потому что нет каких-то преград для отшельника. Для него есть только ориентиры. Это как что-то высокодуховное, то, что для него имеет какой-то смысл. Но он идет один. И он идет, кстати, налегке. Это дервиш, это не про деньги. Потому что есть как ваша миссия, мои дорогие водолеи. И это приходит в ноябре. Вы не можете пойти против судьбы. А если попробуете, то тогда тем самым отдадите на волю случая свою судьбу. Будьте внимательны. Но когда выпадает эта карта, я ее очень люблю. Никто не мешает. У вас нет явных помех. Вы сами себе не мешайте. А что уйдет? Вот может быть какой-то вопрос. Да, у кого-то буквально перемещение переключит вас на другую обстановку, на другой, может быть, стиль общения, на другую работу, на другой социум, на другую среду обитания у кого-то так. Потому что я вижу явно есть какое-то перемещение. Может быть, оно совсем недалеко. У кого-то это будет касаться лишь, к примеру, вы меняете работу, ходили в офис, а теперь вы на дому. Или наоборот. Из дома, как прежде ваша была работа, а теперь вы будете ходить в какую-то организацию каждый день или там пару-тройку раз в неделю. Ну, есть какая-то все-таки адаптация к новой обстановке. И вот это вам помогает быстрее уйти от каких-то ненужных вещей, от разочарований, от обид, от какого-то прежнего опыта. Вы даже забудете об этом думать. Вот так. Что будет продолжаться? А вот тут не будет что-то продолжаться, наоборот. Тут что-то завершается. Аркан повешенный. И в этой колоде карт он как будто и не выглядит повешенным вовсе. Человек словно держится за перекладину. Он как будто сам себе отвел время, что я должен какой-то период выдержать. И вверху расположены часы. Обе стрелки, минутная и часовая, сошлись на цифре 12. А секундная отсчитывает последние моменты, когда пора. Вот вам куда-то пора. Это будет продолжаться. Мне нечего добавить, правда, мои дорогие водолеи. Чем не соблазняться? Ну, вот какими-то манипуляциями. Не пробуйте как-то вот, знаете, создать для себя какую-то многозадачность или думать, что я с кем-то договорюсь, или я все равно, допустим, решу какой-то вопрос. Нам говорят, что как будто ехать надо или согласиться на что-то нужно, или изменить, организовать, адаптировать нужно, но не повторить еще раз тот путь, который вы уже прошли. Не будет победы, не будет решения, увы. Вот в другом каком-то контексте может быть, но не быть самоуверенным это точно. Маг, он уверен в себе. Но иногда самодостаточность – прекрасное качество, но мы можем быть самонадеянными и думать или надеяться, что я все-таки смогу это достичь. А тут, словно вашими судьбами, мои дорогие водолеи, не побоюсь, ведь у вас тут не один уже старший аркан, и в таком, ну, как бы в соединении с другими картами, как есть какой-то вот момент в вашей жизни или пункт, который вы не можете отменить. И это я вот вижу как новую точку отсчета, точно. И поэтому допустите, что ваша миссия, она должна быть выполнена. Поскольку какая-то могущественная сила вносит коррективы в вашу жизнь. Поэтому действительно отпускайте прошлое и встречайте все новое, все предложения, все варианты сотрудничества. Ваши где-то, если приходит через вдохновение, как какой-то инсайт, его обязательно надо додумать, потому что может получиться что-то чудесное. Но если мы говорим, чем не соблазняться, будет, видимо, соблазн такой
ну, как-то так вот бочком. Или, ну, как-то вот сделать так аккуратно, незаметно какое-то дело. А у вас должно быть, знаете, все как по местам. И есть не только вы, да, мы надеемся сами на себя. Но ведь по отшельнику эта искренность идет в первую очередь. И про искренность нам сказали. А маг это ни разу не про искренность. Маг он сам в себе. А вы не можете тоже быть сами в себе. Потому что вам придется какие-то взаимоотношения или говорить с людьми. Некоторые вещи очень важные обсуждать, договариваться. Вот скорее изучать, чем уходить в себя или погружаться в себя и думать, что, ну, как-то я потом проманипулирую. Вот этот тонкий нюанс примите просто к сведению. Хотя достаточно сильная позиция. На что соглашаться? А вот как раз вам придется словно выйти из какой-то зоны ограничений. Или из периода ожидания. Девятка жезлов – это когда ничего не происходит. И всегда на карте изображен воин. Тот воин, который имеет богатый опыт, уже где-то шишек набил. И часто, кстати, человек прорисованный, он с перевязанной головой. Здесь наш воин абсолютно здоровый, но он сам, вот как этот забор из 9 жезлов, раздвигает прутья, словно увеличивает дистанцию и выходит. Ваш выход, мои дорогие, на авансцену. Это все то, что я уже говорила. И на это соглашаться. У вас как будто должна быть закончена какая-то либо пауза, либо период ожидания. Или когда вы, может быть, и прежде можно в это не верить, но это работает, мысли материально. Может быть, вы прежде посылали в пространство свою мечту, о чем-то мечтали. И вы думали, что это осуществится одним образом, а каким-то альтернативным другим образом сейчас пространство пытается исполнить вашу мечту. Будьте внимательны. Так вот, чего же опасаться? Паж Пентаклей. Ну, когда мы где-то замрем в нерешительности и начнем в себе сомневаться. Паж Пентаклей это... Или подумаем, кстати, что я один, и один в поле не воин. Для какого-то дела, для решения конкретного вопроса. Кстати, вы можете подумать из-за того, что нам ведь сказали тут про обучение. Но это так косвенно слегка по аркану отшельник. Но все же, именно в этой колоде карт у нас изображается отшельник, который что-то изучает. Так вот, вы можете почувствовать себя новичком в каком-то деле. И начать из-за этого сомневаться. Вверху девятка мечей, карта внутренних сомнений, страхов, ночного кошмара у кого-то. Буквально, если есть инсомния, бессонница, значит, этому нужно уделить внимание. Либо, может быть, и перед сном пешие прогулки какие-то совершить такие медленные, чтобы вас как-то это умиротворило. Ну, может быть, и обратиться к специалистам. Или не ставить перед собой каких-то глобальных для обдумывания планов вечером, когда наш мозг без устали работает, а потом мы, правда, и заснуть не можем, все крутится какая-то идея в голове. И мы ведь ничего не придумаем, так устроен человек, физиология. Поэтому не перегружайте где-то себя, потому что для вас будет еще и важно в себе не сомневаться. Так вот, вы можете подумать, что у меня нет опыта в каком-то деле, мои дорогие. И вы можете отказаться от чего-то. И я не могу сказать, что это будет правильное решение. Тут скорее попробовать что-то нужно. И быть готовым к тому, что придется и адаптироваться, и что-то изучать. Какая-то вот обстановка вокруг вас неизбежно меняется. Может быть, это и вы уже хотели, даже шли по направлению к этому. Но я допускаю, что выясняются какие-то новые нюансы, и вам придется какой-то вопрос словно доизучить или изучить заново, или рассмотреть какую-то, допустить, по крайней мере, альтернативную обстановку. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.